Добрый день всем медоедам, всем, кто первый раз с нами. Вы на канале нашего клуба. И сегодня мы говорим о том, что мы закладываем в детей. Да, вот человек– это белый лист. Он рождается абсолютно чистым, и в него среда, родители, там кто угодно, школа закладывает все его данные, формирует личность, или мы приходим в этот мир уже с каким-то предназначением, уже с какой-то программой по умолчанию. Сегодня мы обсуждаем этот вопрос втроем. Значит, я Михаил, со мной очаровательные медоедки Гуна и Катерина. И давайте вначале Катерина введет вас в курс дела по поводу того, о чем, о каких терминах мы говорим, и вообще начнет нашу дискуссию. Катерина, пожалуйста. Да, спасибо большое. Здравствуйте, медоеды и медоедки зрители. Мы решили создать этот эфир вот именно после нашей беседы на канале Медоедов, которая была где-то 2 месяца назад. Этот эфир под названием «Жизнь под наблюдением. Реально ли выйти с колпака системы?». Мы там обсуждали проблему колпака дисциплины, которая легла на современное общество. Ну, я не буду пересказывать о том конкретно, о чем мы говорили, я рекомендую всем посмотреть. И на этом эфире мы столкнулись с тем, что с Михаилом и с Гуной мы не смогли найти общие точки соприкосновения, какого-то понимания, скажем так, и не потому, что имели разные мнения, что абсолютно нормально, конечно же, а потому что у нас база была абсолютно разная, основа, то, на чем мы стоим, то, как мы воспринимаем этот мир и вообще, как мы его видим, да? И вот именно вот это вот связано с разным пониманием, восприятием реальности. Вот как мы смотрим на этот мир, как мы его понимаем, и, соответственно, так мы и действуем, воспринимаем собеседника, да, в обычной жизни, воспитываем наших детей, конфликтуем, недопонимаем и все остальное. Именно с нашего видения, с этой базы, о которой мы сегодня хотели поговорить. Вот существует несколько подходов к пониманию реальности, да, вот, наверное, наши зрители слышали, что есть такое, как идеализм, реализм, материализм, номинализм, конструктивизм, их очень много, ну, достаточное количество. Конечно же, мы не будем сегодня рассказывать о них, мы рассмотрим, как вообще понимание ценности и развития человека зависит от разных способов смотреть на мир. На примере того, у человека есть предназначение, или человек – это белая доска, то есть никакого предназначения вообще не существует. То есть этой позиции. Сама концепция чистой доски табула раса, это по латыни табула раса, означает, что при рождении человек не имеет никаких врожденных идей или целей, да. Все, что он знает и как он развивается, вот, формируется только через вот, какой-то жизненный опыт, обучение, то есть никакого предназначения не существует. Предназначение – это наоборот, предполагает, что у человека есть заранее определенная какая-то цель, да, вот какой-то смысл, который он должен выполнить на протяжении всей жизни. Вот, например, с точки зрения конструктивизма, вот, реальность и наше понимание мира формируется вот именно как раз в процессе социальных каких-то взаимодействий. И получается, что предназначение человека – это, ну, тоже какой-то социальный конструкт, то есть не больше. И само предназначение на самом деле создается обществом и культурой, в которой этот человек вырос, народился, вырос и живет какое-то определенное время. И то, что человек сам считает предназначением, на самом деле просто формируется через какие-то там традиции, религию, воспитание или культуру. Вот. То есть здесь, в этой концепции, да, предназначение – это не какая-то истина, а что-то, что меняется в зависимости от социальной среды, то есть истории или какого-то там контекста. То есть меняется среда, ну, меняется и предназначение, вот и все. Или если оно вообще есть. То есть Джон Лок, английский философ, вот он как раз один из главных представителей такого мировоззрения, да, то есть это как раз он создал такое понятие, как чистая доска, табула раса, ввел такое понятие. Вот Лок был как раз уверен, что у человека нет никакого заранее заданного предназначения, да, что мы сами формируем свою судьбу через обучение, воспитание, там, пережитый какой-то опыт из нуля, из ничего.
Вот. С другой стороны, существуют теории, которые утверждают, что у человека все-таки есть при рождении определенные какие-то врожденные идеи, склонности и цели. То есть и одним из таких вот представителей как раз был Рене Декарт, это французский философ 17 века, да. Вот Декарт как раз считал, что у человека есть врожденные идеи, вот, например, такие идеи, как идея Бога. И также вот эти идеи о пространстве и времени, которые, ну, никак не могут возникнуть просто из опыта. Вот. И он полагал, что существует нечто врожденное, скажем так, в человеческом разуме, да, что направляет его в каком-то определенном направлении. Вот Декарт считал, что Бог играет ключевую роль в судьбе человека. То есть предназначение человека связано с его отношением к Богу. И он утверждал, что разум является вот таким вот самым главным, основным инструментом, с помощью которого человек, вот он познает мир, познает себя, свое предназначение. То есть я думаю, что, возможно, кто-то слышал, ну, одна такая известная цитата Декарта, то есть если я мыслю, значит, я существую. Вот. И вот, например, в христианской традиции человек рассматривается как существо, которое созданное Богом с целью исполнить его волю, да. Фома Аквинский, средневековый теолог, он как раз считал, что предназначение человека стремится к благу и познанию Бога. Есть и такой подход, и я думаю, что как раз Гуна, вот она представитель понимания мира с этой позиции, вот, и так как Михаил, скорее всего, является больше, наоборот, конструктивистом, опять же, как мне кажется, то есть я не могу утверждать, поэтому вот эта вот дискуссия у нас и родилась именно по этому поводу. И, Гуна, Михаил, мне интересно, что вы скажете по этому поводу, какая концепция все-таки вам ближе, почему, и по вашему мнению, есть ли высшее предназначение у человека, или все-таки все объясняется генетикой, образованием и культурой? Гуна, я думаю, я еще скажу потом. Гуна, Миша? Михаил? Да, спасибо, Катя. Очень все понятно разъяснила. И я хочу тут добавить то, что я по большому счету согласна с тем, что предназначение оно есть, и что человек вовсе не рождается как белый лист. Но тут я хотела дополнить еще то, что предназначение оно не сводится к профессии или к образу жизни как чисто технически. Потому что люди ведь могут заниматься любимыми делами и достичь больших высот в профессии, даже семью создать, и вроде как все по стандартам хорошо, но это не исключает того, что такие люди чувствуют состояние неполноты. Они зачастую, да, могут даже покончить жизнь самоубийством, хотя вроде как все было хорошо, да, с виду. И с другой стороны, есть люди, которые, ну, ничего особо-то не достигли, но они вот такие веселенькие, счастливенькие, ходят по жизни, им все хорошо, они в каком-то балансе с миром, с мировозданием, с Создателем, называйте как хотите, но в балансе, в каком-то состоянии. И вот тут именно я к этому и клоню, что каждый человек так или иначе, он в этой жизни целью, ну, я так думаю, хочет, осознанно или нет, состояние счастья и полноты, как цель, да, вот будничное счастье и полноты. Цели такие-то по темам профессии могут быть, конечно, разные, но я сейчас об этом. И это состояние, оно мне, как индикатор, есть или нет счастья полноты, является внутреннее спокойствие, такое сильное ощущение правильности, что все вот течет ровно, как оно должно быть. И еще я заметила, что индикатором может быть тоже страх смерти, когда он отсутствует. Значит, тогда человек как-то подсознательно чувствует, что он живет правильно, что все вот как бы, ну, по миссии, по предназначению. Нету такого страха умирать вот внезапно, например. Да? И состояние, оно и же поведение,
склоняется еще к тому, что человек выделяет какой-то свой конкретный, как сейчас говорится, вайб, да, или естественное поведение какое-то, да, исходит, которое именно из состояния. Или же сначала поведение, потом состояние, это как кому. Но в этом я и вижу то, что люди, которые родились, они не оторвались от себя настоящего, поэтому они могут оставаться в балансе. Разрыв с собой и разрыв с мировозданием, Богом или кто как верит, и ведет нас от предназначения прочь, ведет нас в какую-то тревогу, там, в разные заболевания и прочее. Ну, дальше мы, наверное, поговорим тоже, как это с детьми работает, когда они только приходят на свет, и что с ними, но там уже вот после того, как Михаил выскажется. Спасибо. Значит, по поводу Михаил, звука нет. Так, был. Алло. Ой. Есть, так. да. Как звук? Так, значит, зрители, пожалуйста, тоже напишите, есть ли звук в трансляции, потому что это, пожалуй, самое важное. Если есть, то слава богу, все. Так. Итак, для меня очень непонятны критерии, как мы определяем, человек это чистый лист или он приходит с какой-то предустановкой. Методология. Да, вопрос в методологии. Гуна здесь выделила несколько важных критериев, но я бы их оспорил. Например, устроенность тем, что происходит в жизни. Да, то есть человек соответствует, ну, так скажем, даже не я идеальному, а какому-то внутреннему самоощущению. Там, я всю жизнь шел по исторической стезе, мне интересна история, и вот, предположим, я преподаю историю, это приносит там неплохие деньги, предположим, было у меня несколько лет до иммиграции такое состояние, и все замечательно. Но я отлично помню, когда я занялся историей. Я отлично помню, почему это произошло. Это во многом влияние родителей, плюс я получил нужные книги в свое время, в нужный период. Это тоже, кстати сказать, влияние родителей, потому что они мне эти книги достали. То есть вот этот мир с собой внутренний мир, он во многом происходит от того пути, который человек прошел, от пути развития и от правильной корреляции того, что с ним происходит в жизни, и того, как он до этого развивался. То есть это не доказательство того, что у него есть что-то до рождения, что-то, с чем он приходит в этот мир. Насчет того, что человек, когда он находится в гармонии с этим своим предназначением, он не боится смерти, но давайте посмотрим, когда мы чего-то не боимся, когда мы четко знаем, что будет. Да, я не боюсь выходить на улицу, потому что я 100 раз это делал, там 100 тысяч, я знаю, что будет после этого. Я не боюсь одевать кроссовки, я знаю, что, вот, как завязывать шнурки и все остальное. Я боюсь прыгать с парашютом, потому что это, в принципе, страшно, и потому что я этого никогда не делал, я не знаю, как это, что это происходит. Соответственно, отсутствие страха смерти – это скорее уверенность в том, что происходит после смерти. То есть вера, да, сила веры. Или в любую религию. Или, кстати сказать, даже в атеизм я таких людей видел. Человек полностью уверен, что там будет за этой чертой, и он уже не сомневается. Да, то есть он знает, что он уверен, что будет небытие, и он по этому поводу полностью спокоен, потому что он знает, что там будет и что там ничего не надо делать. Поэтому мне кажется, что, опять же, критерий отсутствия страха смерти – это критерий немного другого. Это критерий сильной веры в любую религию или в атеизм, который, по сути говоря, тоже. Религия, уж не обижайтесь, пожалуйста, атеисты – это, ну, тоже вера, по-хорошему. Одни верят, что Бог есть, другие, что Бога нет, и то, и другое недоказуемо. К нашей теме относится сейчас несколько другое.
Понятное дело, что есть некоторая генетическая предрасположенность, об этом говорит наука. Есть ген искательства, есть ген авантюризма, но они могут проявиться абсолютно по-разному. Ген авантюризма может проявиться в экстремальных видах спорта, может проявиться в какой-то экстремальной профессии, а может проявиться в каких-то преступлениях, в чем-то таком. То есть предрасположенность очень небольшая и может реализоваться самыми разными способами. В основном то, что формирует человека, это скорее все-таки среда, как мне кажется. Но мы не можем быть в этом уверены. Почему? Потому что человек вначале начинает воспринимать, впитывать все как губка, а потом уже выдает нам какую-то обратную связь. То есть мы не можем получать связь от только что родившегося младенца, кроме крика, как сигнала о том, что он хочет есть, спать или чего-нибудь такое. Мы не сможем анализировать вот этот момент, когда окружающая информация еще его не достигла, когда он только-только родился. Я предлагаю высказаться по поводу этого тезиса, а потом перейти, собственно, к воспитанию как к некой реализации наших принципов о белой доске или о предназначении. Екатерина, ну давайте опять с вас. Да, генетика действительно влияет на физические какие-то характеристики, темперамент человека, предположенность к определенным качествам и особенностям личности, да. То есть можно, например, унаследовать склонность к определенным эмоциональным реакциям или даже умственным способностям. Некоторые аспекты личности, такие как там базовые черты характера или врожденные наклонности, могут частично определяться генами. И для меня тут все-таки главное слово «частично», потому что, вот, знаете, как для меня легко понять, что предназначение все-таки существует. Мы это понимаем, потому что когда мы и куда-то идем не туда, вот такое внутреннее ощущение, которое человек очень часто игнорирует, он не хочет слушать, то есть потому что проще жить по той тропе, которую устроена, скажем так, вот тем же самым социум, воспитанием, то, о чем мы поговорим, и не хочет как-то смотреть по сторонам и слушаться своего голоса, да, какого-то, который говорит, что такого тоненького голосочка, который предупреждает, что тебе не туда. Вот. И генетикой это, никак ты не объяснишь, социумом тоже, а вот оно есть и все. И что потом происходит? Происходит какой-то там, может быть, несчастный случай, например, да, можно назвать это плохой кармой или случайностью, и которая там внедряется в нашу жизнь, просто вот таким вот вламывается в нашу жизнь, и человек что делает? Ломается. И что дальше? Все ее конструкции, которые он там построил заранее, оказываются абсолютно ложными. То есть наступает тот момент, такой называется кризис, да, вот, и человек именно тогда задается, может быть, впервые в своей жизни. Вот, кто-то, бывает такое, что люди вообще за всю свою жизнь не задаются такими вопросами, но в моменты кризиса человек впервые задается базовыми вопросами, кто я, где я и вообще зачем это все. И это правильно, что он задается этими вопросами. Вот. Наступает как раз тот момент, который заставляет задуматься, а то ли образование я получил, или в том месте я вообще нахожусь, да? Вот вы знаете, вот такое вот бывает подсознательное чувство, ощущение, что вроде бы все правильно, и место уже знакомое, и все как прежде, но возникает чувство, что я вообще здесь делаю, да? Вот о чем это все? И вот кризовые ситуации, как-то по-русски, кризовые ситуации, они вот как раз помогают увидеть какой-то другой путь, иной путь, но обычно человек его игнорирует и бежит к первому удобному объяснению извне, из концепции или какой-то социальной установки. Вот. Проще. Вот и все. Вот. Сложно отвечать на вопросы, кто я, где я, и зачем это все, да? Мы не привыкли вообще задаваться такими вопросами, и да, и ответы очень часто могут не понравиться, потому что очень часто получишь ответ такой, что может полностью разрушить твою жизнь, поменять ее, скажем так, перекрутить, и не каждый человек к этому готов. И именно для меня индикатором все-таки предназначения есть, это именно вот это вот чувство, которое я хочу сказать, что я почему так уверенно говорю, потому что я его очень хорошо испытала, когда я шла определенным своим путем, как мне казалось, правильным, да, вроде бы как Михаил и сказал, и родители помогли, и подсказали, и там что-то, и вроде бы
правильно все было, и вроде бы все что подсказывали, и книги, и вели, и все остальное, и вроде бы вся там моя сила намерения, все мои какие-то, тем более я такой перфекционист сама по характеру, да, то есть я пытаюсь сделать все по максимуму, но в какой-то момент это все ломается. Вот просто берет и ломается, и вот это вот только... И сначала это вот был такой тоненький голосочек, что что-то не так. Но все равно ты упрямо идешь, потому что вот привык уже, да, то есть вроде бы уже сколько времени на это потратил, да, и кажется, все правильно, ты уже привык, а все-таки этот тоненький голосочек проходит, и тогда возникает все-таки такой некий разлом. Вот. И это как раз тот момент, когда ты начинаешь задумываться над таким вопросом. Мне кажется, задавание таких вопросов, когда они возникают наконец-то в твоей голове, вот оно говорит об этом. И по поводу смерти, от страха смерти, то, что Гуна сказала, я, конечно, ближе к тому, как Гуна воспринимает мир, но я хочу тоже ответить. По поводу веры, да, хорошая заметка Михаила, что страх смерти это связано с верой. Но, опять же, верой в что? Какие-то внешние ориентиры, да? Даже религия, или что для меня лично, опять же, говорю, с моей позиции, является внешним ориентиром. Оно дает какой-то временный эффект, но на самом деле верой и может быть только внутренний какой-то ориентир на себя. Вот именно. И отсутствие страха смерти – это как раз то чувство, когда ты понимаешь, что ты делаешь все правильно, да, то есть вера в свои силы, в себя, то, что внутреннее ты, когда говорят, например, что я за свое дело готов жизнь отдать, да, я готов за свое дело жизнь отдать. И там страха смерти нет. Вот, и поэтому для меня это вот является таким вот ответом на то, что Михаил и Гуна сказали. Гуна, может, ты что-то добавишь по этому поводу? Так, я секундочку, как все-таки модератор, я хотел спросить. Вот этот внутренний голосочек, есть ли уверенность, что он дается изначально, или это все-таки результат предыдущего формирования личности? Потому что, когда человек приходит к кризисной ситуации, у него есть уже какая-то личность, он уже был под воздействием внешних факторов. Может, эти внешние факторы и сформулировали вот именно из-за них возник тот внутренний голос внутри себя. Почему мы исключаем эту возможность? Гуна, ты ответишь или ты хочешь, что я могу. Во-первых, я не думаю, что мы исключаем такую возможность. Также я хотела обозначить, что я не вовсе против генетики и вещей, которые объяснимы рационально, совсем не против. Просто называется это разным людям по-разному. Можно найти такой ген, а можно и, там, я не знаю, объяснить это как родовой сценарий, да, потому что гены ведь тоже они. Одному ребенку передается такие, другому другие. Почему по-разному? Почему бывает какой-то генетический сбой, например? Это же тоже не факт, что они будут вот так вот себя вести, эти гены, как мы думаем. Но по поводу того, что человек только после полученного опыта как-то реагирует на внешний мир, я как мама 3 детей, которые выросли в моем животе, могу 100% сказать, что каждый из этих детей там уже себя вели совсем по-другому. Каждый совсем по-другому себя проявляет сразу же, как он появляется вот уже там в утробе. И характер, и вот эти способ, как он привлекает свое внимание, даже плач, даже уже с младшим ребенком я научилась хорошо его понимать, действительно хорошо. Каждый нюанс, что он выражает, это что значит. Это он еще ничего не видел и ничего не пережил из опыта, чтобы так было. Тут вот надо подумать, да, почему ж так? Почему гены по-разному реагируют, и почему дети, и это не только я, другие материалы тоже то же самое скажут, что там по-разному. И поэтому я считаю, что мы можем уже считать с этого только что рожденного ребенка какую-то информацию, с которой он уже пришел. Он пришел уже с чем-то. Это явно. По моим детям и по себе, я сколько себя помню. Что, Михаил, ты на это скажешь? Как это звучит для тебя?
Ну, я подтверждаю, что все дети с самого рождения разные, у меня их 4, но вопрос, опять же, начинается ли опыт с момента рождения, потому что, опять же, уже доказано, что ребенок еще до рождения воспринимает некоторые сигналы извне, это еще очень небольшие, свет, еще что-то, но начнем еще с организма матери. Да, каждый из нитей с беременности проходит по-разному. И тут мы, кстати сказать, приходим к проблеме абортов, но это уже, то есть человек там живой и уже получает какой-то опыт, но это уже абсолютно другая тема. Мне кажется, что очень хорошим показателем будет ли, является ли человек пришедшим с чем-то, или все-таки он воспринимает все, придя уже в этот мир, все с чистого листа, будет политика воспитания детей. Да? То есть, казалось бы, если человек пришел с чистого листа, значит, на этом чистом листе мы можем написать все, что угодно. И поэтому раннее развитие, и поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок стал великим спортсменом, нужно его с раннего детства, там, с пеленок отдавать в гимнастику, в фигурное катание, во что угодно, пусть он на скрипочке играет там с 3 лет. А другая стратегия, что мы должны за ним просто наблюдать, пусть он смотрит, как это происходит в мире, и мы за ним будем смотреть и посмотрим, к чему он больше склоняется, к чему у него есть предназначение. Согласны ли вы с моим тезисом, что так можно решить наш спор, и как вы относитесь вот к этому раннему развитию? Здесь поэтому еще чуть-чуть займу времени. Здесь очень хороший вопрос из чата. Если предположить, что у каждого человека есть предназначение, можно ли сформировать или изменить это предназначение путем саморазвития, ну или здесь путем воспитания? То есть можно ли, если это предназначение есть, тем же ранним развитием или не совсем ранним, как-то его скорректировать? Вот этот вопрос. Ну, Гуна, давайте теперь начнем. Ну, по поводу восприятия детей как белый лист или нет, я однозначно на данном этапе говорю, что детей нужно наблюдать, понимать, кто они, что они, и пытаться предлагать им в их мир максимум, вот как ваши родители, каждый, кто-то что-то получил уже, да, какие-то там книги увидел, какое-то что-то вот. Мы, например, музыкой занимаемся, да, дети это видят. Но мы предлагаем в мир деткам разные вещи. И они уже сразу можно видеть, кому интерес к чему больше склоняется. И это уже мы не можем корректировать. Там скрипку мы можем дать, и он, может быть, даже послушно поиграет эту скрипку, но если нет интереса, если нет желания или недостаток таланта в этой сфере, тогда не пойдет она, эта скрипка. Но предлагать нужно. И я мама на домашнем обучении, я их сама обучаю дома, всех своих деток. Естественно, они выходят тоже и на улицу, все нормально с этим. Но я очень хорошо наблюдаю то, какие интересы у каждого ребенка. И склоняюсь к тому, чтобы развивать то, что ему интересно, а не подтягивать методами там унижения то, что ему как бы плохо получается. Ну, плохо, и бог с ним, может быть, и не нужно будет. Вот я так на это смотрю. И я еще заинтересовалась историей. Почему? Потому что меня-то история не интересовала. Вот я помню, еще в прошлом эфире мы об этом немножко поговорили. Как это получается, что я же тоже, возможно, такие книжки видела. Мне же как-то эта история преподавалась в школе, но интереса не было. И я немножко где-то вот об этом сейчас жалею, что недостаток этого было. Как, Михаил, было в твоем детстве, было ли там еще что-то или вот прям только истории, поэтому туда и пошли? Да нет, конечно, было что-то еще. Во-первых, я музыкальную школу закончил. Сейчас на кларнете, на котором я играл, я ноту нормально не возьму, потому что там губы нужно соответствующим образом складывать. Я уже забыл, как это делается. Я только помню, сколько трость надо в воде вымачивать. И опять же, зависит от номера этой трости. Я вообще, когда поступал, это уже в конце школы, сомневался между историей, биологией и театральной режиссурой. Они такие сильно разные.
вещи, это значит, к чему это, да, к чему мы, к нашей теме, к тому, что, да, действительно, родители меня подталкивали не к чему-то одному. Но кроме родительского влияния есть еще куча влияний вокруг людей. Да, то есть мы не всегда можем определить влияние, которое мы оказываем на наших детей. Хороший показатель. Так называемый зефирный тест. Да? Был эксперимент, когда перед ребенком, маленьким, там 3-4 года ему, клали зефирку и говорили, если ты сейчас ее возьмешь, ты можешь сейчас ее съесть. Если ты какое-то время ее брать не будешь, то ты получишь 2 зефирки. Экспериментатор выходил, а камера продолжала работать. Потом прошло 20 лет, и выяснилось, что те, кто выдерживал испытания, те, кто потом получал 2 зефирки, они стали более успешными в жизни. Да, казалось бы, да, вот он показатель того, что у кого-то изначально лучше заложена сила воли, и они лучше справляются с жизненными проблемами. Но потом сделали более детальный анализ, и оказалось, что те, кто брали одну зефирку, получали сразу то, что видели перед глазами, а из семей победнее. То есть дело не в свойствах их личности, а в том пути, который они уже прошли к этим 3-4 годам. Они из семей менее обеспеченных, и они знали, что то, что есть, надо хватать, потому что подсознательно знали, завтра может не быть даже этого. У них не было уверенности в жизни, в которой было у детей из более уверенных семей, да, из более обеспеченных семей. Поэтому я все-таки продолжаю считать, что вот это вот то, что мы считаем предназначением, то, что мы считаем вот этим внутренним голосом, в наибольшей степени, там процентов на 98-99 закладывается той средой, которую мы имеем. И отвечая на вопрос из чата, изменить вот это предназначение, изменить вот эту вот, если человек, ему, казалось бы, предназначено стать хирургом, а он становится коневодом, например, это можно сделать не усилиями родителей, а полностью изменив среду. Вот если он уезжает из города в какой-нибудь маленький экономический поселок, он в себе может открыть новый талант. Но на самом деле он просто попадает в новую среду и воспринимает эту среду как губка. Значит, Катерина, что вы по этому поводу думаете? Я все-таки прошу высказать мнение по поводу чата. Можно ли изменить то, что мы считаем предназначением, изменить вот это, заставить вот этот внутренний тонкий голос говорить по-другому в ребенке усилиями родителей? Да, есть, конечно, некоторые сходства в людей, нет сомнения. То есть одна школа, одно воспитание, правильно, одни какие-то подручники, как это, книги, да, которые мы читали. Но каждый человек на одни и те же самые вещи акценты выставляет совершенно по-разному. То есть абсолютно по-разному. Как говорится, что у хорошего учителя, у студентов всегда конспекты абсолютно разные. То есть нету штампованных конспектов. Каждый берет свое, каждый по-разному воспринимает. И та наша разность, и это, кстати, и есть предназначение. И опять же, Михаил, я хочу зауважить, сказать, что предназначение не сводится к профессии. Очень часто путают вот это вот подмена, опять же, понятий, что обязательно предназначение и профессия. Да, есть какое-то, если, например, человек рожден, чтобы общаться с людьми, да, скорее всего, будет у него какая-то склонность к медицине, например, там то же самое теологии, возможно, или воспитанию, или что-то такое, да. Но это, опять же, не связывается полностью с какой-то одной определенной профессией. И, как я сказала, что та наша разность, это, кстати, и есть предназначение, только мы инаковость по-разному воспринимаем вот те же самые вещи, которые нам даны были с детства, потому что все акценты мы расставляем именно в детстве. И очень часто потом с возрастом мы вот эту вот нашу инаковость, мы ее затаптываем, заталкиваем, поддаемся каким-то внешним концепциям, от кто-то там где-то куда-то там достиг, вот мне тоже надо, вот кто-то столько там денег зарабатывает, вот мне тоже надо. То есть, к сожалению, очень часто вот такие вот моменты возникают. А чтобы ответить на тот вопрос, который был задан в чате, а возможно ли полностью изменить человека через среду, да, или, то есть природа все равно берет верх, вот, предназначение берет верх.
на мое убеждение, как бы человека не пытались изменить, как бы с него не пытались сделать того, кем он не является по предназначению, пружинка все равно рано или поздно выскочит. То есть она в любом случае выскакивает. И если она выскакивает, это уже серьезно. Это на самом деле это новый уровень, это переход уже абсолютно на новый этап жизни. Это, скажем так, ты попрощался с прошлой жизнью, и ты переходишь на абсолютно новый этап к пониманию и себя, и окружения. Но бывает такое, что человек перестает себя слушать вообще, то есть относится сам к себе как к какой-то определенной функции, да? Вот, например, спортсмены, вот если брать уже спорт, представим человека, который там всю жизнь занимается спортом, да, мечтал о какой-то там медали, вот, не получил, потому что кто-то кому-то заплатил, договорился, или просто человек ломает ногу, например, да. В итоге что происходит? Спортсмен спивается. Жизнь ломается из-за каких-то ложных ожиданий, ложных убеждений. И как понять этот случай, если, например, предназначения никакого не существует? Ну, можно понять, что человек – это функция, и он просто плохо исполнил свою функцию. И функция закончилась, и у этого человека жизни нет. В лучшем случае можно попытаться найти какой-то очередной внешний какой-то ориентир, ложную цель, да, то есть и попытаться опять что-то простроить. Но на самом деле, если ориентир внешний, а не внутренний, всегда внешний ориентир всегда будет ложный. Вся проблема в том, что человек разучился слушать себя, да, то есть какие-то вот эти вот свои, как я до этого говорила, какое-то ощущение, ощущать, да, вот он просто себя пытается как-то блокировать, пытается все это объяснить какой-то логикой, какой-то каким-то мудрыми, умными схемами, то есть, а свое ощущение, что не туда, оно очень часто забито просто, вот, просто забито, и человек не чувствует себя вообще. Вот. И все вот эти вот депрессивные состояния, когда вот происходят такие вот переломы в жизни, это именно из-за того, что внешний какой-то ориентир, он преобладает перед внутренним. Вот. Поэтому, как бы там ни было, в любом случае, то есть это только человек, и только с самого детства расставляет вот эти вот мелкие акценты на, казалось бы, тех же самых учебниках в школе. Вот. И вот задача родителей, на самом деле, вот именно внимательно смотреть за детьми и внимательно изучать именно то, что происходит. И еще один такой главный, один из важных ориентиров на самом деле, это то, что когда человек получает удовольствие не от результата, а от самого процесса, что он делает в этот период времени. Вот. И если этого, скажем так, удовольствия от процесса нету, то нужно серьезно задуматься. И то же самое, как мой учитель как говорил, что нужно делать то, что ты бы делал все равно, даже если бы этого не нужно было делать. То есть, когда вот исчезают все какие-то внешние цели, и вот получается, что ты и твоя цель – это одно и то же. Это такой мой ответ. Так, хорошо. Значит, прежде чем идти дальше, я думаю, что нужно все-таки выяснить, в чем мы сходимся, в чем мы различаемся. То есть я никогда не отрицал, что у человека есть какое-то его дело. Да, вот то дело, когда он получает от него удовольствие, когда реализация в этом деле обозначает сложившуюся жизнь, когда человек будет делать что-то просто из удовольствия, а не потому, что это надо. Но вопрос, как формируется вот это свое дело, да, почему мы его выбираем. Потому что свое дело – это свойство личности. Понятное дело, что человек индивидуален, что свойства личности индивидуальны. Но как они появляются? Да, потому что, по-моему, они появляются под воздействием внешних факторов, просто очень-очень многих. И если человек родился быть, я помню тезис о том, что все это не сводится к профессии, но там, скажем, человек родился общительным, человек родился, чтобы, казалось бы, чтобы общаться с людьми. Первые 3 года он получил вот эти вот данные для того, чтобы общаться с людьми, а потом родители взяли его, забрали на яхту, и рос он на яхте
с родителями, видя других людей только иногда на берегу, в основном издалека. Помнится, была одна такая семейная пара, которая несколько лет плавала по Мировому океану, приставая со своими детьми на этой яхте только к нам на очень краткие эпизоды. Там же детей учила и все остальное. То как бы люди будут сформированы средой абсолютно по-другому. Люди не смогут быть сформированы общительными и не смогут потом, даже если они устроятся в обществе, не смогут потом получить какую-то профессию, связанную с общением. Еще лучший пример – это дети Маугли. Да, то есть какое предназначение, если человек воспитан волками, то он будет есть сырое мясо, бегать на четвереньках, и никакого предназначения, кроме быть волком, у него не будет, потому что его волки вырастили. Вот вопрос в этом. Тот самый внутренний голос, как тут пишут в чате, голова должна быть занята, если она не занята, она заполняется тем самым голоском. Не очень согласен с этим тезисом, но все-таки. То есть вот тот самый внутренний голос, то самое дело человека, да, которое для человека самое главное, оно сформировано первыми годами его жизни, и, соответственно, воспитанием можно сформировать соответствующие условия. Или оно дается изначально. То есть я предлагаю выяснить, да, уяснить себе, что мы все согласны с существованием своего дела, своего самого комфортного стиля поведения, но откуда он появляется, как он формируется, и, соответственно, можно ли на это повлиять в раннем возрасте ребенка, или даже не в раннем. Вот давайте, может быть, повторим то, что сказали, может быть, нет. По-моему, это все-таки немножко с новой стороны. Гуна? Да, я согласна, что дело жизни, возможно, оно есть, и как это, как я считаю, это вкладывается в таланты от Бога, врожденные. Каждому человеку свои, и столько вот, сколько их там есть, но это не означает, что именно всему этому и он захочет заниматься. Талант плюс интерес к этому таланту, вот так. Но я тут не говорю о предназначении, но о профессиях и об интересах и реализованности в этой жизни. А предназначение, это на мое убеждение, это немножечко другое. Это, вот, как я говорила, это состояние души, и это такое целостное состояние, что я вот счастлив с тем, с чем я есть. Вот я естественен, какой я есть в этом мире, вот создан с таким состоянием поведения, которое есть. И чтобы этого понять, важно, ну да, вот ребенок, он рождается, он как-то уже себя ведет, и ведет он конкретно себя по предназначению. Если уловите мою эту мысль, да, он реализует сразу себя как личность. И эти реализации личности, там, конкретное поведение этого ребенка может не понравиться родителям и взрослым тут рядом. Мой младший сын, например, тут очень сильно обижает людей вокруг. Он вот такой вот такими словами прям это делает, иногда выразительно. Но он позиционирует свою персону. Да? Я так это вижу. И держа, конечно, границы, там не переходя какие-то, уже совсем все не позволяя, но объясняя и рассказывая, но никак не просто запрещая это поведение. Вот это самое худшее, что может сделать родитель ребенку, запретить ему реализовать свое предназначение в виде поведения уже с рождения. Но чтобы это мочь, родителю нужно понимать, что предназначение и поведение ребенка, оно не к злу ведет. Он не вырастает испорченным там каким-то там, он теперь будет всех убивать, он строит планы на это. Нет. Мы верим априори в то, что ребенок, он создан Богом, и он хороший. Его поведение иногда плохое или даже неплохое поведение, просто нам оно не нравится, просто нам оно помешало. Но он хороший, он просто реализует себя сейчас. И вот это и есть быть собой. Что делают родители или другие взрослые? Они начинают корректировать поведение ребенка
И ребенок эти качества свои, которые он показал, они людям не понравились, и это стало опасно для него жизни, да, потому что он хочет очень сильно нравиться своему папе, маме, и он не будет повторять поведение, которое родителям не понравилось, он это поведение перестает повторять от испуга, от страха, что не есть хорошо. И оно уходит туда уже в теневую сторону личности. И вырастает человек, по мере вырастания, он отрывается от своей реальной личности, которой он был создан, и корректирует себя, свое поведение, подстраиваясь под других людей. И тут вот получается этот разлом, и получается этот уход от, как я вижу, предназначение. Но с профессией это мало связано в моем понимании. Да, спасибо большое, Гуна. Я могу добавить, если можно, до Гуны и задать Михаилу вопрос. Действительно, предназначение, оно мало связано, то, что, опять же, к этому добавлю, что оно мало связано с профессией. Это, да, есть какие-то склонности, например, что человек, он, как я сказала до этого, больше, у него есть какой-то интерес работать с людьми, поэтому он выбирает что-то похожее в том направлении. Но на самом деле предназначение – это не профессия. И даже если так, вот как вы, Михаил, объясняете, что ну вот все равно вот у ребенка есть очень много всего, там и книги какие-то, да, то, что ему там родители давали, и все равно какие-то свои акценты он ставит сам, вот эти вот индивидуальные акценты, и выбирает то, что ему действительно интересно. Тут главное ключевое слово – интерес. И откуда это тогда берется? Вот хорошо, ну вот мы говорили, например, там о образовании каком-то там, о генетике, да, о социуме, о родителях мы говорили. Но откуда интерес сам по себе берется, вот если так вот представить? Как вы ответите на этот вопрос? Я отвечу на этот вопрос так, что вокруг ребенка действительно есть очень много чего. И мы иногда не можем понять, что именно на него повлияло. То есть вокруг него не то чтобы какое-то ограниченное число факторов. Как мы можем это точно выяснить? Поставить эксперимент. Да, как предлагал египетский, кажется, царь Псаметих. По легенде он даже такое сделал, хотя на самом деле вряд ли. То есть взять двух близнецов, не давать им общаться ни с кем, только друг с другом, и посмотреть, на каком языке они заговорят. Соответственно, понять, какой язык первоначальный. То есть эксперимент нужно ставить вот такой вот. Взять кучу детей, давать каждой из групп по одному фактору и посмотреть, как этот фактор повлияет на их развитие. Конечно, такой бесчеловечный эксперимент никто никогда ставить не будет. Но надеюсь, что все, время таких режимов прошло. Но если ребенок развивается естественно, то вокруг него факторов огромное количество. И это не только школа. И это не только те ролики, которые он смотрит. И это не только, там, скажем, книги, которые стоят у родителей на полке. Мы зачастую не знаем, что именно на него повлияло. Но, отвечая на вопрос, скажем, по старшему сыну, я это влияние четко вижу. Он в раннем детстве смотрел всякие пересказы, страшилок, прямо скажем, и мне с очень большим увлечением рассказывал про куклу Аннабель, в которую вселился демон. Потом он стал расти, и однажды он меня спросил, что такое теория струн. Это в 11 лет. Рассказывает про планеты и все такое, про разницу между Юпитером и Венерой. Почему? Вот здесь, я думаю, влияние родителей очевидно. То есть мы с женой смотрим часто эти научно-популярные ролики. Не то чтобы я ему рекомендовал даже, но он это впитывает вот как-то из среды. Да, на нем видно, как влияние наше родительское его со временем переменило, при том, что специально мы этого не делали. На других детях сложнее часто выделить вот этот вот фактор. Но это все равно какой-то фактор, который у них возникает в жизни. Да, они подпадают под чье-то влияние, и благодаря этому у них что-то меняется. Думаю, что вы со мной не согласны, но скажите, в чем именно?
Я объясню, вот если я задала этот вопрос по поводу, вот как раз ваш сын, он ставил какие-то определенные акценты там, где, например, другой ребенок этот акцент не поставил бы. И вы же задали нам вопрос, откуда берется, то есть есть ли предназначение или нету, да? То есть мы говорили о генетике, о образовании, о всем. Я вполне согласна, я же не отрицаю о том, что, например, там образование или родители, или общество не влияет на ребенка или на человека. Конечно же, влияет. Это я не говорю о обратном. То есть, опять же, базу мы берем общую, что все-таки влияние есть общества на человека. Это естественно. Но, опять же, акценты, которые они выставляются, никак не объясняются ни генетикой. Тот путь, который ты понимаешь в 30 лет, например, что он был абсолютно неправильный, и который там тебя уводит в какие-то депрессивные состояния, возможно, или просто переламывает твою жизнь, да? Никаким образованием, генетика, ничем это не объясняется. Это твое подсознание ставит какие-то определенные акценты на те же самые вещи. Конкретный человек смотрит абсолютно иначе. То есть, ну, как бы, это факт. И то есть, опять же, если брать, откуда это берется? Для меня, как бы, ответ о предназначении. Опять же, можем говорить, что предназначение, оно идет от веры в Бога, да, то есть нам Бог его дал. Например, если вы атеист и не верите в Бога, хорошо, можно еще каким-то образом это все объяснить. Но то, что есть что-то выше нас, это однозначный ответ. И с моей точки зрения, вот предназначение и социум, да, это в какой-то степени социум является помехой проявлять это предназначение, потому что есть какие-то те же самые учебники, опять же, не будем возвращаться к этому, да, которые пытаются нас поставить какие-то рамки, да, но с другой стороны, социум является и таким вот помощником, это такой вот, скажем так, инструмент для реализации, для как раз проявления этого предназначения. И то есть ребенок, он берет то, что у него есть, реализуя свою миссию, свое предназначение. Понимаете, о чем я говорю? Понятное дело, что если вы поставите там ребенка в какую-то определенную среду, то он, ну, там, где нет только одни деревья, и не знаю, и какой-то там котик или там еще что-то, то если в него предназначение, то есть если вот такая у него среда, он ничего другого не придумает, понятное дело, но он акценты будет выставлять по-своему. То есть, соответственно, что для меня человек, ребенок, он рождается заранее с предназначением, но он его проявляет в связи с тем, что его окружает. И акценты выставляет свои. Вот. Я надеюсь, что я немножко была ясна, что я хотела сказать. Вот. Михаил или Гуна, кто-то хочет добавить или ответить? Вы знаете, мне даже мне кажется, что мы даже понимаем друг друга, и мы, в принципе-то, и соглашаемся друг с другом, просто каждый с другой стороны подходит к этому. И да, действительно, я же не отрицаю тоже влияние мира, но мое все, вот, что я вижу в своих детках сегодня, я ведь на пару примеров опять-таки могу сказать, что дочка, у нее хорошая фантазия, ей не нужно, даже было никакие игрушки в руках, она воображала, что это вот муравей ходит, все. И никто ей об этом не показывал, не рассказывал, и своим примером мы вот такое не внедряли, никак. Она вот просто она так видит мир, она уже пришла такая. Сегодня младший сын взял фотографию в рамочке, которая стоит, и начал ее рассматривать. Думал, что он там рассматривает? Он понял, что там стеклянное вот такое, да, и потом, а там фотография под ней, как она вложена. Он начал конструкцию смотреть, что, как вот это. Там дочка, наверное, смотрела на рамочку, какая красивая, там камушки, видите ли. А старший сын вообще ему... все равно он пошел в пианино играть, да, и это никто не учил и не рассказывал, и именно в нашей семье, да, например, младшему, мы тут ничего не разбираем по деталям, чтобы он видел, с чего что складывается, да, он сам это вот начал осознавать и интересоваться такими вещами, и нам очень важно, как родителям, это заметить и вот тогда это ему и предоставить такие возможности, это развивать этот интерес.
тот же момент, талантов куча и других, да, это как вот вопрос был по поводу профессии, можно ли корректировать, да, свое, ну, если мы под предназначением понимаем профессию, тогда я думаю, да, потому что людям ведь талант не один дается, им разные, им много бывает, очень много, и вариантов, куда идти по профессии, тоже достаточно много. И не факт, что тот же человек может стать музыкантом или кондуктором, он будет более или менее счастлив. Это, по моим убеждениям, опять-таки, зависит от внутреннего состояния полноты, целостности, внутреннего спокойствия, состояния правильности и вот такого вот, как я по-простому, как христианин скажу, вот просто есть цель, она не земная, да, она вот туда нам всем, откуда мы и пришли. А мы пришли-то, как я думаю, из пространства, где нету времени. И туда мы идем. Именно поэтому людям очень тяжело со временем живется в этом мире. Они опаздывают, они боятся что-то упустить, они вот как-то не в лады со временем живут. Потому что мы пришли оттуда, где его нету, и мы туда же и стремимся. И тут важно полюбить процесс, полюбить то, что мы сейчас проживаем, мы в процессе, и это и есть финал в каком-то смысле. Так, хорошо. Я предлагаю все-таки немножко опуститься от божественного на землю. То есть мы все согласны, что среда так или иначе влияет на человека очень сильно. И что-то, что в нем уже заложено, ну, я считаю, что все-таки это заложено предыдущими условиями жизни. Даже если дети растут в одной и той же семье, все равно их процесс воспитания, их процесс социализации проходит немножко по-разному. И все-таки мы понять и вспомнить все, что было с каждым из детей, там, действительно ли им дочке никто не показывал, что вот муравей ходит по руке, да, что ни от кого это не увидела. Мы не помним же все дни жизни наших детей, все 24 часа, это просто невозможно. Но, хорошо, зафиксируем, что влияние среды, влияние процесса воспитания, оно очень важно, и даже если предположить, что процесс, что ж какое-то предназначение есть, оно может быть сильно искажено. Вот можно ли повлиять на это воспитание и, в частности, централизованно? То есть может ли не родитель, понятно, что родитель многое может выковать из ребенка, а многое может не выковать. Да, такие примеры есть, когда дети сопротивляются влиянием родителей. Может ли государство выковать для себя таких вот граждан, которых она хочет? Этично ли это, стоит ли это делать и возможно ли это вообще? Вот давайте на эту тему поговорим чуть-чуть. Екатерина? По поводу государства и вообще то, что вы сказали, что на самом деле очень сильно предназначение искажено, в том-то и проблема на самом деле, что оно действительно искажено, потому что нам не дали учебника, как себя понимать при рождении. И то есть действительно ребенок ищет себя, человек ищет себя с самого начала, с самых пеленок. И, ну, опять же, я обратила внимание, что вы все равно очень часто заостраетесь на том, что общество нас делает, да, то есть на нас влияет, но, опять же, вы забываете все время на вот эти вот акценты, о которых мы говорим с Гуной, которые на самом деле очень важны и которые никак не объясняются какими-то социальными или другими механизмами. И то, что государство, да, оно... Естественно, что под давлением тех же самых и социальных каких-то понятий и всего остального, та же самая личность, она теряется в процессе. И опять же, ну, извините, но все-таки вернусь к тому моменту. И вы как раз тот перелом, это как раз и есть тем самым сигналом, что там, где социум, государство, не знаю, родители, кто угодно, кто-то извне, да, то, что построил, скажем так, ты построил свою жизнь, взирая на источники извне, да, это оказалось сложным. И вот эти вот переломы, вот такие вот крахи в твоей жизни, вот такие моменты, когда ты задаешься вопросами, кто я, где я и зачем это все,
это как раз и есть выход на то предназначение, выход на то понимание, а что такое я и где это внутри искать, вот это вот часть, да, вот это вот, как скажем так, опору, вот. И это очень важно. Поэтому, конечно, государство, ну, так же самое, то же самое, что и социум, и школа, естественно, они имеют влияние и в любом случае, но человек все-таки есть люди, которые остаются при какой-то своей позиции, своей опорой, внутренней опорой, и, как я сказала до этого, то есть человек использует, может использовать те инструменты, которые у него есть под руками, все равно, чтобы построить самого себя. Но, к сожалению, наверное, 90% населения, скорее всего, может, ну, приблизительно, не знаю, большая подавляющая часть, на самом деле не чувствует контакта определенного со своим «я», да, и, то есть и верят в то, что все-таки никакого предназначения вообще не существует. Вот. И обычно кажется, что там разные мнения, есть причина несогласия, нестыковки. Но на самом деле разногласия, недопонятки, вот как раз из-за того, что люди смотрят друг на друга, скажем так, как марсианин на землянина, то есть из-за того, что происходит различие в базе восприятия мира, на каких-то базовых настройках. И люди, к сожалению, этого даже не осознают, поэтому очень часто, как говорится, мы говорим на разных языках, да, вот, это оно и есть. Вот. И, ну, все-таки, скажем так, чтобы сделать правильного, послушного человека, если вы говорите об этом, о государстве, да, то есть не обязательно, скажем так, кто-то извне. Человек может сам от себя отказаться вполне благополучно. То есть если человек отказывается от того, что ему интересно, да, он отказывается от каких-то таких вот своих соображений, вот, то он и превращается на самом деле в тот пустой лист, на который можно написать все, что угодно. С моей точки зрения, человек рождается с предназначением, но если он отказывается от себя, вот из-за каких-то социальных там настроек, да, государства и так дальше, он как раз и превращается в тот пустой лист, скажем так, ту функцию, которая там исполняет какие-то определенные моменты, ну, на самом деле, заданные извне. Вот. И для меня это уже и есть, скажем так, тем пустым листом, но он им не родился, он им стал. Вот. Правильно ли я понимаю тезис о том, что чем меньше государство вмешивается, чем меньше оно задает каких-то стандартов для всех одинаковых, тем лучше для развития личности, для реализации предназначения? Но с моей точки зрения, да. Так, хорошо. Гуна, что про государство можно сказать вот про этот тезис, Катерина? Так, Гуна, у меня нету звука. Да, Гуна куда-то пропала. У меня звук есть. Вот, все слышно, теперь слышно, да. Чтобы полностью сказать «нет, государство не должно вмешаться», так я не могу сказать, потому что это серия невероятная. Тогда всем государствам, всем надо собраться, людям в этом государстве и принять точку зрения предназначения, принять еще то, что человек с предназначением, когда приходит в мир, он только добра желает априори, да, чтобы как-то сохранять спокойствие в государстве. И вот это все нереально, понимаем, да. Поэтому, конечно, люди, они должны быть как-то направлены, и этим государство и занимается. Но с чем я тут хочу сравнить? Например, природа, да, вот деревья растут в лесу, мы не подходим к деревьям и не как-то не думаем, что они какие-то неправильные априори, их нужно сейчас менять, вот как-то подтачивать там. Но, тем не менее, есть же сад, где мы сажаем какие-то кусты, мы их подстригаем, мы там ими как-то с ними что-то делаем, да, но что-то, чтобы помочь им расти, чтобы помочь им становиться тем, чему вот этот куст был изначально задуман, как он должен туда там
да, листочками своими, они поэтому подстригаем и прочее. Но мы не отрезаем напрочь, и мы скотчем или там клеем не приклеивали синие листы, да, вместо этого. Нужно понимать, что всему есть свои какие-то пределы. И то, что, чем занимается наше государство, иногда кажется, что они действительно отрезают и клеят того, что вот тут нет, тут такое не должно расти. Скользкая тема, но если по предназначению, тогда да, тогда ну, в меру. Я считаю, что в меру. Ну и... Я хотела еще... Да, да, Катя. Не, продолжай. Просто хотела уточнить, что когда я говорила, что влияние, если именно штампами, да, вот есть какой-то определенный штамп, вот государство задает какой-то определенный штамп, вот надо делать так, конечно же, да, это влияет на то, каким образом, на искажение понимания своего предназначения как такового. Но это я не говорю, что о том, что, как Дуна сказала, что государство не нужно вообще, просто нужно поменять саму позицию в восприятие, что человек это не табула раса. Это, как я до этого говорила, к сожалению, сейчас большинство, такое подавляющее большинство людей воспринимают, что никакого предназначения нет. Вот что это человек, это белый лист, и туда можно записать все, что угодно. И на самом деле государство, и оно идет из этой позиции, скажем так, выступает из этой позиции очень часто, по многим критериям. И, конечно же, если перестроить полностью само мышление, да, само понимание, осознавание того и построить с точки зрения, что предназначение есть, то государство, как Буна правильно сказала, должно действовать так, чтобы вот это вот предназначение развивать, да, а не штампировать вот таким вот раз, два, три, четыре, пять, что нужно. Вот. Это то, что я хотела добавить, когда я говорила, что государство не должно каким-то образом вмешиваться какими-то штампами. Вот. Прости, Гуна, я добавила. Тем не менее, они же делают этот сад с кустами красивым, должны были бы так, туда это все склонять, да, и оставляя выбор людям все-таки расти тоже в лесу. Если я хочу быть вот кем я есть, являюсь, и никто меня не будет подстригать да, или оформлять, я могу уйти в лес и там спокойненько жить и быть деревом правильным, как это было задумано. А вот чтобы была возможность людям выбирать. И, я и не сказала, что совсем нету такой возможности. И мы же выбираем сейчас с семьей, детки учатся дома, они в школу не ходят, потому что это был наш выбор осознанный. И мы в них вкладываем какие-то определенные вещи, как, Михаил, вы говорили, что вот все, что мы вкладываем, это и формирует, да, мы формируем своих детей, конечно, мы формируем, мы видим результат, как они развиваются чисто физиологически тоже, как созревает мозг и к чему они готовы в конкретном периоде своей жизни. Но я вернусь все-таки к состоянию как предназначения. И тут, чтобы еще, если кто-то меня еще не до конца понял в этом смысле, вообразите, как вот чувствует себя человек, когда ему стилист поменял образ. Ну вот как-то не в своей шкуре, да, или как вот, Михаил, у вас прекрасные усы, вот просто их сбрить, это сразу как-то не очень будет, да, ощущение внутреннее. И вот это внутреннее ощущение есть то, кто я, истинный, настоящий, и важно себя в этом любить. Любить и эту естественность передавать Wi-Fi в мир. И это и есть оно, предназначение. Так, много чего было сказано. Я предлагаю постепенно подходить к выводу. То, что было сказано в чате про нашу дискуссию, а не в ответ друг другу, я, в общем-то, озвучивал. Так, про усы, да, если у меня сбрить усы, я буду чувствовать раздражение верхней губы, и, собственно, на этом все. Надо сказать вообще, почему я их ношу. Это никак не связано с внутренним ощущением, просто накладно постоянно брить и потом как-то смотреть. Так, я думаю, и с личностью, да, то есть какие-то внутренние фундаментальные моменты,
которые формируют основу личности человека, и вот убрать их – это очень болезненно. А какие-то черты, которые даже окружающим кажутся какими-то основополагающими, на самом деле, как те усы, являются, таким, поверхностным. Значит, по-моему, я сейчас попытаюсь сформулировать то, к чему мы пришли. Скорее всего, пойму неправильно, поэтому вы меня подкорректируете. Значит, итак, к первым нескольким годам жизни, то есть к 3-4 годам, человек приходит уже с каким-то багажом. Я все-таки считаю, что в большей степени здесь играет то, что он получил к этим 3-4 годам, то внешнее воздействие, там, возможно, это больше предназначение, но в любом случае какой-то багаж у него есть. Дальше, да и вообще и до этого, очень большое значение имеет, что в эту личность вкладывает среда, будь то родители, будь то среда вокруг, кроме родителей, которые, однако, родители позволяют быть, будь то государственные усилия. Да, вот это вот играет большую роль. И дальше человеку важно чувствовать гармонию вот с этим своим тонким, не знаю почему тонким, может басистым, но внутренним голосом. Если такой гармонии не будет, то появляется вот этот внутренний кризис. Да, почему происходит дисгармония? Опять же, мы здесь не сошлись во мнениях, но в любом случае такая дисгармония имеет пагубное влияние на личность. И, соответственно, важно делать человеку условия для развития, будь то мы развиваем его предрасположенность или вообще формируем с самого начала его путь. И важно потом, будучи уже взрослым, не оказываться в разладе вот с этим каким-то стержнем, вот с этим мейнпоинтом, который есть внутри. Опять же, божественный он или сформированный в результате социализации, к выводу единому мы пришли, но действие этого стержня более-менее похожее. Я правильно понял, в чем мы сошлись? Или опять что-то напутал? Катерина? Ну, в принципе, по поводу стержня вы правильно все сказали. Михаил, действительно, просто что я хочу сказать, мне очень нравится одна фраза из моего любимого фильма, называется «Куда приводят мечты». Там есть такая фраза: «То, во что ты веришь, становится твоим миром». Вот мне кажется, что именно об этом. Это то, с чего я начала сегодня этот эфир, то, что когда я рассказывала, делала вступление, то, что мы воспринимаем мир совершенно по-разному. Есть конструктивисты, есть реалисты, есть номиналисты, то есть эту позицию нельзя не брать во внимание. То есть это то, как мы видим мир. Здесь мы, конечно же, видим, что у Михаила совершенно одна позиция. Скорее всего, он такой более конструктивист, а мы с Гуной, у нас еще другая позиция, но это с моей точки зрения. Да, но правильно, Михаил, вы сказали, что стержень все равно где-то какие-то соприкосновения все равно можно найти. Мы все, то есть остались, мне кажется, при видении этого мира, то, как оно и было до этого, и вы, и мы с Гуной. Но какой-то стержень, одно понятие есть, что у человека есть какая-то индивидуальность, да? То есть это, я думаю, что то, к чему мы пришли все-таки. То есть какое-то иное, которое отличает его от всех остальных вокруг. Правильно? То есть это я так понимаю, что именно в этом, слава богу, мы нашли, скажем так, общий какой-то консенсус, пришли к общему. Вот, и мне кажется, что это очень важно уже. Что ты скажешь на это, Гуна? Я думаю, что Михаил тоже не считает человека табулой расы. Мне кажется, что вот так. Что Михаил подсознательно, он все равно не считает, что человек это табула раса, что у человека есть предназначение. Это то, что ты хочешь сказать? Да. Возможно. Просто он пытается объяснить многие вещи более конструктивно. И вот что, может быть, отличается то, что
что, в принципе, Михаил, вы и сказали сами, что по боязни смерти, когда мы говорили, что когда мы объясняем, нам спокойней. Вот это и есть оно. Эта позиция и есть, как мне показалось, Михаил, вашей. Вы хотите все объяснить, это вам дает спокойствие. И объяснение, как человек воспринимает мир и кем он потом становится после этого, вам это подходит. И я не говорю на это нет, ни в коем случае. Мне кажется, что так оно и есть, да, почему нет? Ну, в общем, правда. Да, объяснять мир проще, чем не объяснять. Я удивлен, что мне за всю дискуссию не предъявили талант. Да, то есть, казалось бы, люди растут в одной и той же среде. Да, у них могут быть различные восприятия, но и различные факторы жизни. Но какие факторы жизни создали Моцарта, условно говоря? Или там Высоцкого, или Достоевского? Если это только внешние воздействия, то можно ли объяснить такой большой талант? Но мы, в общем, здесь убеждаем не совсем друг друга. Мы даем пищу для размышлений зрителям, насколько я понимаю, потому что если бы в дискуссии убеждали друг друга, мы бы тут, ну и не только мы, сидели бы тут до утра. И непонятно какого дня. Поэтому, уважаемые медоеды, я надеюсь, что наше обсуждение, где-то дискуссия, где-то обсуждение, дали сегодня вам пищу для размышлений. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои идеи. Вот тут, например, комментарий, знаете, замечательный. Если ребенку дать 4 известные буквы и попросить из них сложить слово «счастье», он, конечно, ничего этого не сделает, независимо от того, какое у него предназначение для счастья. Вот можно продолжить дискуссию в комментариях. Напоминаем про сбор для ВСУ, который тоже закреплен в комментарии, потому что это важное дело. Это то, что делает наш мир лучше, как это ни странно звучит, про сбор на оружие, но на военные материалы, на таком мир у нас сейчас. И мы знаем, из-за кого он стал таким. Ставьте лайки или дизлайки, в зависимости от того, как вы относитесь к этой дискуссии. И до встречи в клубе медоедов. Несите мед.